начинаем нашу работу над исправлениями рук. Вот для этого мы берем наши руки, которые не очень красиво получились. То есть наша работа уже немножко продолжается, потому что был подмалевок основных цветов, то есть форма и цвет, то есть свет, тень и основной цвет, который мы намешиваем. Потом мы вводим контур, то есть это убыстряет работу и собирает ее в какую-то такую общую картину, потому что если не будет контура введенного, то соответственно работа получается слегка размазанная. Вот, так что показываю, как исправить неправильно нарисованные руки. Берем одну капельку охры, хотя в принципе у меня здесь преобладает зеленый, поэтому я не буду, наверное, брать все-таки охру, а возьму красный. Вот. И, конечно же, белила. То есть я смешиваю, добавляю и еще раз смотрю, какой цвет. Вот, то есть получился вот такой цвет. Цвет тела. Ну, вот, теперь у меня есть рука. То есть, в принципе, можно положить свою руку и посмотреть, что есть пальцы, есть пястье, запястье, то есть есть форма руки, которую мы можем увидеть, что пальцы крепятся и имеют расстояние. Ну, это если говорить для детей 3 лет, если для взрослых, то есть пластическая анатомия, там совсем уже больше информации. Поэтому исправляем. Так как мы держим, то большие пальцы, получается, у нас ребенок, который держит эти цветы на работе, на картине, то пальцы получаются вверх. Вот, у нас есть косточка, сама рука, косточка, и появляется палец. Еще я использую зеленый. Таким образом тоже поможет лепить форму. Вот, то есть потом идет и пальцы. Это тоже 1, 2, 3, 4, 5. Что-то у меня получилось лишнее. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. То есть идет рука, потом большой палец и рука, большой палец. У меня должна быть форма кисти. Если поделить, то получится так. И если посмотреть палец, и вот палец, сама рука и рука, палец и палец. Это я все закрашу. Я леплю форму, потому что у меня должна быть вот рука, и таким образом потом еще обрезаем наши руки, вот, и выводим уже наши пальцы потихонечку. К этой линии мы как бы их подводим. Вот, соответственно, здесь линии, линии, линии. Вот, теперь закрашиваем тот фон, который у нас под листву идет. То есть таким образом мы исправляем форму руки,
чтобы, как моя мама сказала, чтобы это не была мазня. Да, вот так вот мама даже может иногда сказать. Поэтому наша задача дать краске высохнуть и после потихонечку вводить новый цвет. Цвет тела. Гуашь позволяет перекрывать. Это, в принципе, как в масле, когда работаешь маслом, ну, акрилом, намного сложнее, когда акварелью. Вот тогда нужно точно знать анатомию. Это нужно было лучше прочертить, прорисовать в карандаше. Вот у меня уже опять как бы появляется зеленый. Раз, два, три, четыре, пять. В принципе, все хорошо. Вот видите, зеленый появляется. Поэтому я дам немножко высохнуть. Вот наши пальцы, они промежутки между пальцами и большой палец. Большой палец глубже, а вот промежутки выше. Все, нужно дать высохнуть. Так, мы продолжаем сегодня нашу работу. Вот я бы хотела рассказать о том, что, ну, она, когда идет работа, то, в принципе, может быть все вот так вот неаккуратно. То есть наляпанные руки, это как бы подмалевок нашей работы. Поэтому я хочу рассказать, как исправить неправильно. Ну, нарисованные руки, то есть красками мы пишем, поэтому нам нужно взять кисточку тоненькую, краски. То есть наша краска это для тела, это белая, желтая и немножко рубиновой. То есть я бы добавила. Вот, продолжили нашу работу. То есть мы исправили наши руки. Ввели контур зеленой краской и повырезали. Теперь займемся ноготочками, вот, и стебельками. Стебелечки мы возьмем изумрудную, так как мы основной фон брали зеленая светлая гуашь, то теперь будет изумрудная. Кисточку и добавили немножко белил и пускаем. Так как изумрудная, она будет на контрасте давать хороший результат. Это тоже пока первый промывлевок. Потом нужно будет еще несколько сделать штрихов. То есть мы таким образом набираем цвет. То есть мы за раз цвет не можем положить, ну, нанести на нашу работу, потому что всегда присутствует свет, тень, какие-то рефлексы под настроение художника. Вот. И это все каким-то образом
влияет на ход работы. Теперь мы немножко возьмем белил. Вот. Идем, как с тюльпанами было. То есть у нас был основной цвет красный, потом мы вытащили наши тюльпаны с этого красного цвета, добавив изумрудный с белилами. Сейчас мы добавляем не забываем, решаем, откуда свет идет, то есть он повторяется, этот цвет белой линии, то есть он у нас слева. Вот, значит, продолжаем и на стебелечках тоже засвечивать лево. Можно еще немножечко добавить желтое темное. У нас есть желтое светлое. Я возьму желтую теплую. Хотя для интереса, чтобы вам показать, можно попробовать взять желтую светлую, то есть лимон, цвет лимончика. Вот. Таким образом мы введем разнообразие цвета, то есть еще цвет один. Так работа будет более живой, не такой плоскостной, примитивной. И не забываем, что у нас еще есть, кто помнит, у тюльпанчиков есть еще листики. То есть мы можем ввести его здесь, в принципе, где угодно, но еще вот здесь. Вот. То есть они имеют толщинку. Потом нам нужен немножко белый, чтобы вытащить. После того, как он высохнет, займемся ноготочками. Ноготочки у нас чуть-чуть коричневого с белилами. Вот. Раз. Два. Четыре. Здесь боковушка. Ну вот, если быстро, то есть эту работу можно дорабатывать. Можно добавлять еще, в принципе, цвета.
какое-то облако сделать даже светлее, интереснее. Так, краски мы, конечно, кисточку моем и на палитре замешиваем цвет. В баночке с красками нельзя лазить. Нужно помыть кисточку, набрать цвет. Ну, то есть мы набираем цвет просто вот, кладем его на палитру и дальше там уже работаем. Я могу добавить еще немножко акцента. То есть так как у меня тело теплое, то от головы сделать более холодный. Коричневый добавить. Так работа будет, ну, так скажем, рефлекс в тень. Так работа будет более красочной, потому что уже вводится какой-то новый цвет, он уже другой, чем вот, поэтому можно вводить акцентные цвета, которые будут давать глубину. У меня мизинчик получился меньше, поэтому нужно будет немножко исправить. Вот добавив синего, как бы рефлекс от неба. Уже работа стала более, краски соединяются. То есть небо немножко соединилось с цветочком, то есть называется рефлекс. Рефлексный акцент. Теперь я дорабатываю наши облака. Так как эта работа более такая декоративная, то можно играться с цветом. Поэтому, играя с цветом, мы получаем удовольствие от нашей работы. Это такой интересный марафончик. Поставить задачу и выполнить ее. Это наши облака наши. Ребенок 10 лет спокойно может выполнить эту работу. Даже и поменьше, и постарше. Просто понимать о том, что есть основные концептуальные вещи,